Техника нанесения материала Illusia White от Elf Decor, он же всеми любимый мокрый шелк. Так, для того, чтобы сделать вот такой серо-бежевый оттенок, мы используем два пигмента 146 и 101 Elf Decor. В общем, это черный, это песочный. Уже выбирайте сами пропорции, и будет вам насыщенность. Он будет либо холоднее, либо теплее. На первый слой разбавляем материал на 10-15% воды. Хорошенько вымешиваем, и материал готов к нанесению. Для нанесения материала используем обязательно только профессиональный качественный инструмент и наносим. Набираем материал на кельму и хаотичными движениями на сдир наносим материал. Задача этого слоя на 100% заполнить фон, чтобы не просвещалась вот эта подложка. Работаем на стене вдвоем, наносим материал от угла до угла, не останавливаясь, чтобы не было пересохшего края. Материал очень комфортный в работе, легко наносится и имеет вот такой интересный перламутровый перелив. Вдвоем за один день можно спокойно нанести первый слой до 100 квадратных метров легко. Очень важный нюанс нанесения материала как на первом, так и на втором слое — это работать кельмой в виде елочки. То есть мы не делаем горизонтальных и вертикальных движений, все елкой под 45 градусов. Снимаем излишки материала, кельму ведем как будто как утюжком под 45 градусов, вниз-вверх, вниз-вверх. И так перемещаемся по стене, полностью убирая рубцы. Тут подготовку мы сделали специальным материалом Decor Primer. Он намного лучше, чем обычная краска и чем кварц-праймер. Материал настолько мягкий, что по нему кельма скользит как по маслу и одновременно не оставляет никаких черных полосок, никаких следов. То есть однослойно материал уже имеет шикарный вид. Вот так, вот такое чудо. Вот так двигаемся целиком всю стену, не останавливаясь и не отдыхая. Материал ложится хорошо, и в такой технике можно наносить практически любую перламутровую краску, кроме тех, которые подобие Сахары. Жду комментариев по поводу вот этого стыка. Ну, напишите мне, как вы думаете, перекроет его второй слой или нет? Или мы попали на переделку? Наносим второй слой материала. Для этого также используем венецианскую кельму. Этот слой у нас уже в 3 раза толще, чем предыдущий. Приблизительно его толщина 1 мм. Делаем обязательно разнонаправленные движения, именно диагональю. Вот так мы наносим. И следующим мазком перекрываем след от кельмы, чтобы не было следов таких топорных. И двигаемся всю стену. Наносим материал равномерно, раскидываем рисунок, чтобы он был максимально хаотичный. За счет перелива, который есть в краске, у нас и получается эффект шелка. В одну сторону один полутон, в другую сторону другой. И оставляем этот материал приблизительно на 5-7 минут, и потом будем возвращаться, уже приглаживать, окончательно его формировать. Как делать примыкание? Мы берем, впритык ставим кельму к углу и оттягиваем ее в разные стороны под 45 градусов. Такой елкой движемся. Вот так оставляем наш угол, и потом на приглаживании уже окончательно сформируем рисунок. Начинаем работать со вторым слоем. Используем чистый шпатель, влажную тряпку и чистую кельму. Постоянно протираем инструмент, и это важно. Эту часть я уже пригладил. Видно, какой эффект нашего именно мокрого шелка, который мы пытаемся добиться. Работаю дальше. Точно так же делаю диагональные движения, и каждый раз я прочищаю шпатель. Я снимаю и убираю, потому что если я этого не буду делать, следующим моим движением я просто буду пачкать стену.
Движения очень-очень мягкие, разнонаправленные. И именно из этого будет перелив в материале, который нам надо. Видно, как он интересно играет от угла обзора. Там, где материал потолще, может придется 2 раза приглаживать. Но обычно, если вы правильно нанесли, то с первого раза у вас может формироваться рисунок. В углу работаем точно так же. Диагоналями прикладываем шпатель впритык и растягиваем материал, снимая излишки на выступающих частях. Там, где материал дольше постоял, можно делать более сильный нажим. Где еще не постоял, то работаем мягче. По итогу у вас должна быть тактильно гладенькая поверхность, без наплывов и всяких излишков. Прям видно, как переливается материал. Такой интересный эффект натуральной шелковой ткани, мокрой. Вот я сгладил, остался рубец такой, я сразу же его перекрываю. Потому что если это не сделать, то он потом останется. Тут материал нанесен чуть более обильно, поэтому я его оставляю и вернусь буквально через пару минут к нему. На больших стенах работаем всегда хотя бы вдвоем. Вот, мы работаем втроем, нам вообще просто. Вот, одному будет, конечно, сложновато. Вот, то есть придется одному попотеть. Вот, поэтому если берете объект, то старайтесь, чтобы у вас обязательно был напарник. То есть вдвоем наносите, вдвоем приглаживаете. Тогда у вас не будет никаких нюансов. Видите, у меня нету горизонтальных и вертикальных движений. Я все наношу по диагонали. Тогда у нас рисунок смотрится хаотично, не штамповано и более естественно. Мы закончили нанесение второго слоя. Сейчас я произвожу финишную формировку, легенькую. То есть, чтобы у нас была идеально гладенькая стена, без каких-либо наплывчиков, даже минимальных. Шпатель практически чистый. Я легкими мягкими движениями убираю, где есть минимальные наплывы. Делаю это точно так же в разные стороны. И мы можем наблюдать, насколько у нас богатый рисунок на втором слое в нанесении и сравнить с первым слоем. То есть это наша подложка получилась. То есть как бы видно, что хаос выложен, но это еще не то. То есть вот 2 слоя, и у вас просто невероятно стильная уже стена. Мы ее в принципе оставляем и переходим, двигаемся на соседние стены. То есть эту мы пока не трогаем, чтобы шпателем не поранить стену, которую мы сделали. И все, так и двигаемся. Противоположные стены все наносим и потом возвращаемся, делаем примыкание. Можно, в принципе, проклеить скотч, чтобы не залазить на эту стену, либо работать уже после высыхания очень аккуратно. Вот так.